Проснись в 4:30 утра на жестком матрасе из рисовой соломы. Съешь холодный рис с соевым соусом и кусочек сушеной рыбы, пахнущей тиной. Надень повязку с красным кругом и мысленно попрощайся с этим небом. Это не тренировка, это последний день пилота подразделения «Божественный ветер». Утро на базе «Тиран». Тебе 22 года, ты не ас-истребитель. Ты студент, которого призвали месяц назад. Налетал 80 часов на учебном ЗЕРО. Твое оружие не радар и не катапульта. Твое оружие 250-килограммовая бомба, приклепанная к фюзеляжу самолета. И гвозди. Да, гвозди. Ими намертво приколочена дверца кабины. Внутри кабины никаких парашютов. Завтрак – это тарелка пересоленной редьки такуан. Вместо кофе – горсть подгоревшего ячменя. Мяса нет, его отправляют на фронт. Главное блюдо дня – последнее письмо домой. Ты пишешь матери: «Я стал молнией, которая упадет на врага». Рядом сосед по казарме отсылает домой прядь волос и ноготь мизинца, чтобы родные могли похоронить хоть что-то. Лейтенант не орет, он говорит тихо. Ставит перед каждым саке в деревянной чашке. Церемониальную порцию. Твоя цель – авианосец класса Эссекс. 200 метров бронированной палубы. Твой ЗЕРО без брони. Попасть в трубу или мостик? Лейтенанту все равно. Главное врезаться. Взять курс 220 и не закрывать глаза. Оружие камикадзе не пулемет. Ты сам боеприпас. Меч не нужен. Каска мешает. На голове шелковый шарф с молитвой. Перед вылетом тебе бреют наголо и фотографируют на фоне флага. Это твой последний снимок. Улыбнись Тошио. Давят слезы, получишь плетью от жандарма. Взлетная полоса в воронках. Вчера был налет Б-29. 3 самолета сожгли на земле. Пилоты внутри заживо. Ты проходишь мимо обгоревшего хвоста. Пахнет паленой резиной и мясом. Инструктор говорит: не смотри, им повезло, умерли сразу. Но ты знаешь правду. Один из них кричал 20 секунд. Залезаешь в кабину, запах бензина, масла, собственного пота. Бомба под брюхом самолета гремит на кочках. Заводишь мотор, он чихает, плюется маслом. Рядом взлетают еще 3. У одного из них отказал двигатель, он остается. К вечеру его расстреляют за трусость. Небо серое, с дырами. Радио шипит помехами. Американцы глушат частоту. Ты не слышишь команды, только стук сердца. Высота 2000 метров, облака расступаются, и внизу стальные спины кораблей. 14 эсминцев, крейсер и в центре авианосец. Большой, как плавучий город. Зенитки бьют веером. Снаряды разрываются в метре, осколки секут крылья. Второй ведомый загорелся. Он не кричит, просто исчезает в огненном клубе. Ты понимаешь, назад не пустят даже птицу. Дверцы заклепаны гвоздями. Шасси сбросить нельзя, заклинило. Шансы выжить меньше 0. Пикируешь под углом 50 градусов. Скорость 600 км в час. Лицо расплющивает о приборную доску. Зенитки молотят, как из пулеметов. Один снаряд срывает кусок фюзеляжа. Ты видишь землю. Второй отрывает ногу ниже колена. Ты не чувствуешь боли, только холод. Адреналин заморозил все. Авианосец растет. Видишь лица зенитчиков в белых касках. Кто-то крестится, кто-то стреляет в упор. Твой мотор кашляет, дымит, но тянет. Последняя мысль не о матери, а о том, как мало риса ты съел утром и что забыл отдать письмо. Ты врезаешься в полетную палубу. 250 килограмм взрывчатки и 700 литров бензина делают свое. Твое тело превращается в пар за полсекунды. Больно? Нет, ты просто перестаешь быть. Взрывной волной срывает штурвал с твоим ногтем толщиной в миллиметр. Позже адмирал запишет в рапорте: попадание в шахту лифта. Корабль поврежден, но не затонул.
а твоя невеста получит коробку с тем самым ногтем и казенным листом. Пал смертью храбрых во имя императора. Что такое один день камикадзе? Это не дзен самурая с мечом. Это парень в грязной летной куртке, который не выспался, доедает чужие остатки риса и слышит, как соседа расстреливают за отказ взлететь. У японских камикадзе был выбор ровно один раз, в момент, когда они брали бумажную чашку саке. Потом только бомба, гвозди и вода в 50 метрах под крылом. И в конце он погибает, как и положено камикадзе. Не в эпичном бою с самурайской улыбкой, а размазанным по стали с гвоздями в дверце и непрочитанным письмом к матери. Поставь лайк, если теперь знаешь, камикадзе – это не герои аниме. Они были мальчишками, которых заклепали в летающие гробы. Напиши в комментариях, ты бы выпил ту чашку саке или сбежал в джунгли. Подписывайся, и в следующий раз узнаешь, как русские штрафники шли на пулеметы без бронежилетов и без надежды. Тихий океан ждет.